Всем кротавый привет, друзья, с вами снова Паша Фриман. Я подготовил для вас новый обзор новинки патча 1.93 War Thunder, и снова запоздалый. Сегодня речь пойдет о новом французском танке AMX-30 ARCA, который имеет ряд особенностей, о которых стоит упомянуть. Далее я расскажу вам, как лучше на нем играть, а также о плюсах и минусах данного танка. И хочу начать с его боевого рейтинга и расположения ветки прокачки. Итак, AMX-30 ARCA находится в ветке развития истребителей танков Франции на боевом рейтинге 8.3. Я бы не сказал, что это высокий БР, но и на нем бывают нюансы, о которых я расскажу чуть позже. Сейчас мы поговорим о характеристиках машины. У нас имеется пушка-пусковая установка нестандартного калибра, а именно 142 мм, которая уже в стоке позволяет запускать во врага замечательные птуры на 700 мм пробоя. Также они имеют 2,5 кг взрывчатого вещества, которые имеют относительно неплохое фугасное воздействие. Также в номенклатуре снарядов имеются фугасные снаряды, но ими, я думаю, не стоит воевать, хотя если вы это делали, то пишите в комментариях, как они вам. Я все же советую брать только птуры. Углы вертикального наведения у нас от минус 8 до плюс 20 градусов, что практически идеально. Мы можем играть от холмов и складок местности, что, кстати, и нужно делать на этом танке. Скорость поворота башни равняется 27,5 градусов в секунду. Это неплохо, но при попадании вниз списка, например, против XM1, частенько нам ее не хватает, чтобы довернуть до противника, если вы воюете на близкой и средней дистанции. Перезарядка орудия равна 12,7 секундам на экспертах. Конечно, это не очень быстро, многие противники нашего БР стреляют побыстрее, поэтому нужно будет с умом выбирать цель и оценивать боевую ситуацию. Что касается подвижности, то наш двигатель имеет 700 лошадиных сил при 38 тоннах веса, что дает нам всего 18,4 лошадиных сил на тонну удельной мощности. Этого недостаточно, чтобы очень быстро занимать ключевые позиции. Ну, по броню тут сказать нечего, ее просто нет. Самая толстая часть — это лоб башни, его броня равна 76 мм, то есть автопушки БМП, Брэдли, Зенит будут нас разносить прямо в лоб, не говоря уже о бортах и корме. Ну и плавно подходя к геймплею, хочу поделиться с вами своими наблюдениями. И первое, что хочу рассказать, это про то, что не стоит на AMX-30 ARCA лететь, сломя голову на противника. Лучше быть во второй, а еще лучше третьей линии атаки и играть издалека, если это позволяет карта. Он отлично себя чувствует на открытых пространствах, где можно будет легко накидывать птурами во врага с безопасного расстояния. Как раз таки играя от укрытий и холмов, ведь практически любое попадание по нам будет критическим. Танку часто выбивают казенник и орудие, а если будут стрелять ломами или кумулятивами, то и до боекомплектом могут добраться, а это уже ваншот. Кстати, БК первой очереди у танка располагается сзади башни и имеет 16 снарядов. Автомата заряжания у нас нет, поэтому выбитые члены экипажа будут влиять на перезарядку. Кстати, крыша танка тоже не может порадовать броней. 20 и 15 мм в крыше башни и моторно-трансмиссионном отделении соответственно. То бишь нас пробивают самолеты с пулеметов, не говоря уже об автопушках. На это тоже стоит обращать внимание. Зато птуры у нас просто замечательные, если не считать странного заброневого воздействия, которое относительно часто происходит. Ну вы, собственно, сами знаете, как это у нас работает в игре. Взведение об кусты, заборчики и так далее тоже присутствует, поэтому тщательно выбирайте направление для атаки, не смотрите, чтобы было куда скрыться от врага во время перезарядки. Этот танк очень зависим от правильности выбора позиции. По сути, он больше подойдет для игроков, предпочитающих геймплей издалека. К тому же птуры у нас летят на расстоянии до 3,8 км, а значит, что мы можем сбивать в том числе и вертолеты с самолетами. Скорость полета птура у нас равна 500 метрам в секунду, что довольно быстро. При этом он еще и хорошо управляется. Кстати, птуры у нас второго поколения, а значит управляются с мышки. Еще я заметил, что воюя с другими птуровозками, мы обычно их перестреливаем из-за скорости полета нашего птура, что не может не радовать. Затем, кстати, мы разгоняемся 23 км в час, что позволяет быстро отъехать от летящего у вас вражеского гостинца, а максимальная скорость вперед составляет 65 км в час, но я ее ни разу не достигал, так что рассчитывайте примерно на 35-50. Ну и что в итоге мы получаем в лице AMX-30 ARCA? А именно, танк, который не имеет брони, но при этом довольно опасный из-за своего орудия, которое позволяет расстреливать противника с довольно большого расстояния, а также может бороться с воздушной техникой врага. Для птуровозки он имеет неплохую перезарядку, но у нас отсутствует стабилизатор, что в некоторых ситуациях не позволяет первым выстрелить по противнику, особенно на близкой дистанции, так как из-за скорости полета птура мы просто можем не успеть направить его на врага, если, например, наедем на кочку. А вот с большого расстояния можно стрелять и на ходу, но нужно будет немного попрактиковаться. Играть мы должны максимально аккуратно, не подставляйтесь под стрельбу противника, броня все же не позволяет держать удар, да и за воздухом нужно пристальное внимание, чтобы какой-нибудь самолет не закинул в нас бомбу, так что танчик, думаю, будет не для всех. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях, я обязательно почитаю, что вы думаете про новинку. Ну а если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если хотите не пропускать новые видео. Также я рекомендую поставить колокольчик
колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, Twitch и Instagram, все ссылочки будут в описании. Также там вы можете найти обзоры на другие новинки патча 1.93. Ну а с вами был Паша Фриман, всем удачи в рандоме, кучу фрагов и кротавая пока-пока. Музыка.